Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами вновь Светлана. И последнее видео из серии распаковка моей большой посылки. И перед вами вот такая вот прекрасная игрушка. Не знаю, смогу ли я показать во всей красе этот шар. Попытаюсь поднять камеру. У меня точно такой же шар есть. Когда я увидела второй, я, конечно, не могла удержаться от этой сказочной красоты, от этих ярких красок. Ну и, конечно же, сразу же его приобрела. Теперь у меня два вот таких вот роскошных шара в прекрасном сохранении. Наверное, давайте взглянем. Может, здесь есть опознавательные знаки. Вот на том шаре было, а на этом что-то я не вижу. Вот такая вот красота. Представляете? Осталось совсем немного игрушек, но много еще печатной продукции. Ну и, конечно, рояль в кустах. Та игрушка, которую я обещала, что покажу в последнем видео. Удивительная игрушка. Давайте вначале, может быть, посмотрим вот это вот телеграмма. Телеграмма. Как же тебя открыть, телеграмма, с Новым годом? Сейчас, секундочку, я возьму ножницы. Так вот она упакована. Так вот продавец ее упаковал. Мы сейчас доберемся. Интересно же, какой год, кому была отправлена. А игрушки потом посмотрим. Мне кажется, там уже остались простенькие игрушки. Вот такая вот телеграмма с Новым годом. Отправлена была в город Львов, улица Чекалина, 19-27. На улице Чекалина жила одна девочка, с которой я провела пару лет. В детстве тяжело болела в санатории в Одессе. Худяк Федор Ефимович. Вот ему была отправлена эта телеграмма. Що здесь написано? Дорогий Федір Єфимович, бажаємо вам хороших успіхів в вашій роботі і житті. Поздравляємо вас з новорічним святом, 5 В-класс. Значит, это дети поздравляли своего учителя. А какой же здесь 1958 год издания этой телеграммы? Значит, поздравляли с 59-м годом, а может быть даже и с 60-м. Вот такая вот история. Учителя, наверное, уже нет. Дети взрослые, имеют своих детей, а даже и внуков. А телеграмма, вот вам приветик, с 59-го года. Что у меня здесь еще из такого сентиментальненького? Это вот в эту открытку продавец положил вот эти вот открыточки. Эта открытка не новогодняя, 1957 год. В этот год в Советском Союзе проходил международный, как это называлось, слет молодежи, как-то так. И поэтому я купила эту открытку, потому что она историческая. После этого фестиваля молодежи родилось много цветных детишек в Советском Союзе. Это вот 1980 год, когда у нас будет время, и мы проследим игрушки, вот не игрушки, а открытки с 50-х годов, 60-х, когда перейдем в 70-е и 80-е, вы заметите, как поменялся дизайн. Поменялся дизайн игрушек и поменялся дизайн открыток. Раньше вот такие вот были открытки. Вот, с новым 1964 годом. А это 1956 год. С Новым роком, украинское издание. А это 1958 год. Урожайный, много у меня открыток 58 года. И опять вот старичок-дед передает голубя. Где-то была такая похожая открытка. 57 год передает молодому
новому 58 году голубя мира. А теперь наше государство воюет. Страшно даже об этом подумать. В самом-самом страшном сне. Я себе этого не представляла никогда. Такой вот миндаль прекрасненький. Мы к открыткам еще вернемся. Что у нас здесь? Здесь вот такая вот шишечка. Или виноград такой вот полупрозрачный. Заснеженный полупрозрачный виноград. Какая нежность, какая красота. Мамочка. А это кто? Кто это? Что это? Ой, это горох. Все это мне нужно будет как-то разместить в моих коробках. Тематически, конечно. Но это приятный труд. Очередная шишечка. Друзья, в этой посылке 2/3 это просто подарки. Спасибо огромное тебе, солнышко, за твою щедрость, за твою доброту, за твой труд. Без тебя не было бы у меня коллекции. Как мне этот человек помогает? Это вообще нельзя ни оценить, ни переоценить. Вот на таких людях и держится мир. Просто вот совершенно бескорыстно. Понимая, чем живет коллекционер, мне человек помогает. И вот очередная шишечка. Но давайте еще посмотрим то, что мы не видели. Остальные открытки. Ну и потом я покажу. Вот, с Новым годом дятел передает телеграмму. А здесь вот годовик 1959 год. А здесь годовик 1962 год. Кстати, дубль у меня такая есть. А здесь 1957 год. Подчеркиваю, вот эти вот годовики, открытки, на которых указан год, подписано. Потом будем читать. С Новым годом, мир! Где же ты, мир? Боже, когда на этой планете восторжествует мир? Боже, дорогая Шура, поздравляем тебя с Новым годом. Вот прекрасная открытка Гундобина. Буду о ней рассказывать, конечно, вам. Тоже подписана. Я, конечно, стараюсь покупать подписанные открытки. Поздравляю с Новым годом. Костюмы, вся атмосфера тех лет. Такая была уже. Могу подарить кому-то. А здесь детки открывают рождественские подарки или новогодние. Счастливый Новый год. Не подписано. Одна. А здесь как-то так вот упаковано. А это вот 1963 год. Мчится на ракетах. С Новым годом. Годовик, друзья. Здесь что-то есть или я уже вытащила? А здесь, наверное, вот эта вот открытка была. А вот еще одна игрушечка осталась. Тоже, наверное, шишечка. Чудная-причудная. Но теперь у меня шишек предостаточно. И хотела бы вам еще показать. Я помню эту игрушку. Я купила еще вот такие вот открытки. Они такие смешные. Вот на тему человек и животные. Вот собака в кровати, а мы, господа, на полу. А здесь вот этот не охотник, а как он называется, рыбачит рыбак. Вот здесь вот, смотрите, вот целая серия, это одного вот художника. Какие прекрасные, смешные открытки. И я не удержалась. Сейчас вам скажу, кто автор этой серии открыток и какой это был год. Значит, автор Орлов и Шварц, а год 1968. И вот была издана серия вот таких вот юмористических открыток. А что они пишут? Меню каша что?
Пшённая каша манная. Сидит, не клюет, они пишут меню ему, чтобы они скушали. Вот здесь охотник. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Опять на тему рыбака и рыбок. Здесь прогулка, собака, которая боится кошек. А здесь что написано? Бегать за зайцем не мой профиль. Ну, не прекрасные эти открытки, ну, просто чудные и причудные. В калошах собака. Ой, а здесь рваный калош собака одела себе на голову. А здесь кто? Медведь, который догоняет и раздевает охотника. А здесь, что здесь написано? Давай, давай. Давай, собака, давай, давай, гони, гони. Ну и теперь, друзья, вот эта вот игрушка. Я вас держала в напряжении. Показываю. Это, друзья, редчайший виноград. Посмотрите на эту гроздь. Нигде и никогда, ни на просторах интернета, ни у одного коллекционера я никогда не встречала вот такую вот гроздь винограда. Чудным причем. И это лампочки, смотрите. Видите? Ну, какой дивной формы эти лампочки, какого цвета. И сохранились оригинальные листочки. Как, из чего делали эти листочки, я вам подробно рассказывала технологию производства этих листочков в одном из видео. Вот такой вот я счастливый обладатель просто уникальной игрушки. Уникальная игрушка. Обязательно отправлю фотографию создателям каталога. Пускай порадуются. У них там есть рубрика игрушки, которых нет в каталоге. И я думаю, что этот виноград тоже будет в этой рубрике. Дерзайте, ищите, увлекайтесь чем угодно, но пускай ваша жизнь будет насыщена красками, какими-то переживаниями, чувствами. Мы же не родились для того, чтобы только работать и кушать. Душевная пища, она, наверное, еще более важная для нас, для человеков, у которых есть душа. Ну а пока, друзья, пока-пока.